Добрый день, друзья! И в этом моем дневном выпуске по традиции последняя актуальная информация по статистике коронавируса в России и Москве и другие новости, связанные с COVID-19. Итак, за минувшие сутки, как сообщает оперативный штаб в России, снова обновлен максимум по числу новых случаев коронавируса. Это происходит второй день подряд. Цифра составила 12 846 новых случаев коронавируса. Напомним, что ранее цифра выявленных носителей составляла 12 126 человек. Также за истекшие сутки в стране полностью выздоровел 6781 человек, 197 пациентов скончались. Москва стала лидером по количеству новых случаев, 4105 зараженных, Санкт-Петербург – 501, Московская область – 416. Клинических проявлений болезни не было у 26% инфицированных. Число новых случаев COVID-19 в столице за неделю в 1,5 раза превысило показатель предыдущий. За сутки в столице госпитализировано 1047 пациентов. Следующая новость касается заявления академика РАН, первого заместителя председателя Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко. Он заявил, что повторное введение жестких ограничительных мер, которые были приняты весной 2020 года из-за пандемии коронавируса, более нежелательно и недопустимо, в связи с нанесением серьезного вреда как экономике, так и здоровью граждан. Также Геннадий Онищенко добавил, что ВВП России из-за ранее введенных ограничительных мер сократился на 7%. Как он пояснил, наиболее пострадали медицина и образование. Кроме того, как пояснил депутат, увеличение количества смертей было связано в том числе и с тем, что граждане долгое время находились в состоянии хронического стресса и гиподинамии. Если мы вернемся к весенним ограничениям, то тем самым продемонстрируем свою безграмотность. По мнению Онищенко, вместо необходимости новых ограничений, которые могут повлечь как экономические, так и медицинские последствия, нужно воспитывать в людях сознательное отношение к здоровью и штрафовать их за нарушение правил профилактики инфекций. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подчеркивал, что столичные власти не хотят закрывать город из-за пандемии, чтобы не ударить по экономике. По его словам, следующая неделя будет решающей в плане принятия решения о необходимости новых ограничений. Прошлая неделя была без значительных улучшений, росло число зараженных и госпитализаций. В ряде регионов России ужесточаются меры по противодействию распространению коронавируса. Так, например, в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда, в ряде регионов России ограничивают продажу алкоголя, внедряют системы контроля передвижения граждан с использованием спецпропусков. На этом дневной выпуск подошел к концу. Жду вас вечером на моем канале с обзором самых главных событий, произошедших в России и Москве в субботу 10 октября. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте нажать на колокольчик. Все самые актуальные новости Москвы и России, а также главные мировые новости у меня на канале. С уважением, Ренат.